Всем привет, с вами МШ. Мы продолжаем наше путешествие по Балтийской косе. И сейчас мы с вами посетим и осмотрим бывшую немецкую авиабазу Неутив времен Второй мировой войны. Неутив переводится с немецкого как «Новый пролив». До постройками немцами базы самолетов здесь находилась одноименная рыбацкая деревня. Но все поменялось перед началом Второй мировой войны. В Восточной Пруссии требовались военные аэродромы. Город Пилау, ныне Балтийск, как важное стратегическое место, предполагалось оснастить своим аэродромом, но в силу различных причин на материковой части аэродром не удалось построить. И тогда, в 1936 году, немецкие инженеры решили построить базу на Балтийской косе. Это решение несло как свои плюсы, так и свои минусы. Последними было то, что Балтийская коса отделена от Пилау проливом, а следовательно, подвоз всех стройматериалов осуществлялся судами и имел свои ограничения. По этой же причине на косе до 1938 года не было электроснабжения. В то же время пролив был естественной водной преградой, а умелое использование рельефа местности позволило создать защищенный с морской стороны мощными береговыми артустановками плацдарм, который участвовал в оккупации Норвегии в 1940 году и в наступательных операциях в Прибалтике в 1941-1942 годах. Авиабаза Неутив была одной из самых совершенных у Люфтваффе. Она имела две бетонные взлетно-посадочные полосы, ВПП, находящиеся под углом 45 градусов, что позволяло осуществлять взлеты в различных направлениях и не зависеть от направления ветра и других погодных условий. Также ВПП были оборудованы подсветкой. В Неутифе базировались как обычные самолеты типа Мессершмиттов, так и гидросамолеты, такие как Хенкели, 59-е, 60-е, 114-е, Арада 196-е и другие. Для этого гавань со стороны Балтийского залива была дооборудована молом, который ослаблял волны, и бетонированными спусками для выкатки самолетов на сушу. Были построены ангары для хранения и ремонта самолетов. Ангары были как кирпичными, так и стальными. Оборудовались электрическими воротами, на некоторых располагались зенитные орудия. В марте-апреле 1945 года наступающие части Красной Армии вели бои на подступах к городу-крепости Кенигсберг. Конечно, если рассказывать в подробностях, то проще сделать целую серию видео на эту тему. Поэтому, опуская многие интересности, скажу так. Немцы сопротивлялись ожесточенно. Немецкие зенитные полки и дивизии наносили существенный урон советским войскам. Но приближалось 6 апреля, дата начала штурма Кенигсберга. Одной из задач было недопущение действий авиации Люфтваффе с Неутифа. Красная армия, оказавшись на берегу Калининградского залива, вышла в зону прямой видимости авиабазы Неутиф. С 28 марта начался ее планомерный обстрел. Ночью тихоходные самолеты ПЕ-2 производили бомбардировку аэродрома. На фотографии можно увидеть, насколько близко находятся воронки от бомбовых разрывов, и понять интенсивность бомбардировок. Кенигсберг капитулировал 9 апреля. Но в районе косы основные боевые действия завершились только к 26 апреля, когда была ликвидирована батарея Ламберга. Расположенная на Балтийской косе в удачном месте, на высоте, она насколько могла подавляла действия советских войск. Но перевес сил и наработанное мастерство ведения боев логично сыграло свою роль. По историческим сведениям, на 1 января 1945 года войска Красной Армии имели там несколько тысяч самолетов. Немцы же только в районе 200 истребителей. Несмотря на такой перевес в силах, немцам удалось реализовать одну из самых масштабных операций по эвакуации раненых и мирных жителей, в результате которой было эвакуировано порядка 2 миллионов человек. Очень рекомендую почитать вам о десантной операции под названием «Зимуанская» на Балтийскую косу, когда в условиях ненастной погоды наши войска атаковали противника с обоих берегов. При этом часть сбилась с курса. Как сказалось, отсутствие радиосвязи у наших и единого командования у не наших. В общем, энное количество различных историй о неудачах и победах, что с нашей, что с другой стороны, вам гарантировано. 26 апреля 1945 года основные боевые действия в этих местах закончились. Немецкие войска или капитулировали, или ушли. Аэродром оказался в наших руках. В этот же день был подписан приказ о формировании 17-й отдельной смешанной авиационной эскадрильи. Ее основной задачей была противолодочная оборона. Место базирования – аэродром Неутив. В 1946 году эскадрилья была перебазирована и покинула аэродром. Вернулась она сюда уже 28 мая 1948 года, переформированной в отдельную морскую дальнеразведывательную авиационную эскадрилью. Базировавшиеся здесь самолеты год от года менялись. Если в послевоенное время это были ПБY-6 «Каталина», то в 1953 году стали поступать БЕ-6. К 1970 году эскадрилья перевооружилась на самолеты БЕ-12. В 1971 году эскадрилья была переименована, как я люблю эти названия, в 49-ю отдельную Таллинскую краснознаменную орденов Ушаков и Нахимова противолодочную авиационную эскадрилью дальнего действия.
В течение всего советского времени служба на косе была очень разнообразной. Были учения, тренировки, отработка совместных действий в различных ситуациях и так далее. При этом вовсю использовалась надежная немецкая инфраструктура. После распада Союза интенсивность тренировок и учений резко снизилась, а 14 июня 1995 года главным штабом ВМФ была выпущена директива о перебазировании эскадрильи с аэродрома Коса на аэродром Храброво. Оставшаяся часть авиатехники в том же году была разделана на металлолом. До конца 90-х вся инфраструктура была разделана с той же целью. Остались лишь немецкие строения, но и их век недолг. На данный момент эти места представляют из себя музей под открытым небом, зная историю которого невольно проникаешься масштабностью событий тех лет. Надеюсь, мой аляповатый ролик введет вас хоть частично в курс дела. И даже если вы живете далеко и не сможете там побывать, то хотя бы расширите географию своих познаний. После рекламы продолжим. Всемайки.ру. Да-да-да, вот эта футболочка именно оттуда. Вспомни свое детство. СССР. Огромный выбор одежды и аксессуаров с прикольными принтами. Магазин постоянно пополняется новинками. Как для парней, так и для девушек. А ассортимент того, на чем печатают, тоже весьма обширен. Майки, футболки, толстовки, кружки, чехлы. Я боюсь дальше перечислять. На сайте есть свой конструктор, с помощью которого ты сможешь создать свой собственный дизайн. Быстрая доставка, все размеры и скидочка. Промокод на скидочку 10% указан в описании к видео. А доставка осуществляется по России, Беларуси, Украине, Казахстану, Киргизии, Армении. Так что заходи скорее и заказывай. Не обломаешься. Естественно, никаких немцев, никаких самолетов на данный момент не осталось. Но остались кое-какие строения тех времен, как, например, вот этот вот авиаангар. Но в советское время, видимо, решили заюзать эти ангары как гаражи, потому что вот прогрев двигателя запрещен, дабы не угореть. Гаражики. Андрюх катается на велосипеде, тоже изучает базу. Кстати, едущий на велосипеде Андрюха дает примерное понимание габаритов, размеров этого авиаангара. Я стою от него на расстоянии метров 30, он не влезает благополучно мне в камеру. Вот я сейчас потихонечку назад отхожу. Вот Андрюха выезжает из-за кустов. И вы понимаете, насколько эпичное было сооружение. Особенно вот эти вот металлоконструкции, которые еще с 40-х годов здесь висят и не падают. Все-таки вот посмотришь, немцы, конечно, очень четко подходили к вопросу строительства, тактики и так далее. Но один фиг мы их сделали. И вот каждый раз так и убеждаешься, что вроде как бы в военном деле мы их все-таки превзошли, мы их сделали, но в мирной жизни у них все более грамотно организовано. И это обидно. Обидно, что руководство нашей страны не особо думает о нас. Внутренняя политика все-таки немножко хромает. Таких авиаангаров будет несколько на нашем пути, все они в большей или меньшей степени сохранности. Ну, давайте в самый первый, как мы его увидели, сразу зайдем, посмотрим помещенница, которое здесь есть. Ну, скорее всего, то, где я сейчас иду, использовалось для хранения непосредственно самолетов, для отстоя самолетов, потому как большой ангарище. Ну, а рядом находились вспомогательные помещения для ремонта, для персонала. Здесь он даже яма сделана, но мне кажется, яма это больше новодел советского времени. Такие вот стеклоблоки, окна, это уже, видимо, была переделка в послевоенное время. А заложенные окошки, вот, пожалуйста, кирпичом их заложили. Фу, и не падает же ведь, стоит и не падает. Ну, все-таки немчура. Мы находимся в ангаре номер 1 с размерами 60 на 35 и высотой 9,5 метров. Крыша в верхней части имела остекление. Ворота ангара представляли собой металлические створки, соединенные между собой шарнирами и складывающиеся в гармошку. При открытии ворота убирались в боковые карманы. Предположительно, в ангаре выполнялись ремонтные работы. В советское же время его использовали в качестве автопарка. В каждом помещении все вычищено подчистую. Не осталось вообще ничего, только всякие разные коды игр и все. Пустота. Я уже второй раз здесь на косе, и чем мне нравится это место, тем, что сюда все-таки, относительно сложно добраться. Нужно 40-50 километров ехать от Калининграда, переправляться на пароме. То есть каждый этап это для кого-то может стать той точкой, которая станет препоной для посещения этого места. И поэтому оно относительно еще не загажено. Если уйти немножечко вглубь, в сторону Польши, там вообще чистота, красота, никого, только
немножко вояки. И это радует. Значит, это место сохранится дольше, более таким живым и чистеньким. Так как вы прекрасно знаете менталитет нашего народа, где живу, там и сру. И вот, проехав буквально минуточку на велосипеде, мы с вами оказываемся на побережье Калининградского залива. Вдали находится материк, передо мной находится разметка. Видимо, здесь как раз же находились рулежные дорожки, так что разметка для них. Идет какая-то активная движуха. Ну, а вот я сейчас повернул камеру к старинной часовой башне. В свое время, гуляя по Калининграду, я приметил несколько таких типовых башен. Ну, то, что она часовая, можно легко догадаться по остаткам циферблата. Я думаю, такие выемки, такой рисунок ни с чем не спутаешь. Это здание до 1945 года предназначалось для управления полетами гидросамолетов. Диспетчерская, иными словами. А мы с вами сейчас поедем туда, вглубь, мимо вот этих вот авиационных ангаров, залезем внутрь, поднимемся где-то наверх. В общем, по возможности осмотрим их, посмотрим гидрогавань, которая находится там вдали, здания, радиостанции. В общем, различные технические нюансы и моменты, созданные немцами. А вот те самые коровы, которые, видимо, ходят, в том числе и по форту Западный. Настоящая калининградская корова. Балтийская корова. Ангары, в принципе, типичные, типовые такие, но если первый увиденный нами был с металлическими перекрытиями, то этот с железобетонными перекрытиями, что несколько его отличает от первых. А рядом с ним находится башня противовоздушной обороны. Немецкой противовоздушной обороны. Итак, давайте на нее поднимемся и посмотрим на все это дело с высоты. Благо, лестница сохранилась с самого начала, не надо никуда карабкаться. И просто поднимайся себе и поднимайся пролет за пролетом. Итак, тем не менее, что мы видим, находясь на этой башне немецкой ПВО? Во-первых, я стою на месте, где находилось орудие. То есть здесь такая пушка-зенитка, которая отстреливалась. А рядышком с этим находится такая металлоконструкция. Это, скорее всего, был кран для подъема боеприпасов сюда наверх. Ну, от него осталась только лишь такая вот станина. Естественно, ни крана, ни каких-то там подъемных механизмов, ничего не сохранилось. Ну, а мы с вами давайте спустимся немножко пониже, пройдемся по крыше ангара. И заценим сохранность конструкций потолка. На самом деле, вот, наверное, когда я так снимаю с GoPro, это выглядит немножко стремноватая такая лестница. Она чуть-чуть крутая и без перил. Такая. Так, уходим. Уходим на закат. Уходим на восход. Уходим куда-нибудь. И главное, не провалиться, потому что иногда встречаются вот такие вот отверстия, в которые весело может попасть нога. И это будет грусть-печаль. Кто-то кого-то любит не раз, кто-то кого-то любит не два. В общем, такая вот она молодежная жизнь. Ну а кое-где состояние бетонных конструкций вызывает отдельный такой вопрос, потому как они почему-то упали вниз. Может быть, их хотели снести, потому что, ну, я не знаю, что должно было произойти, чтобы так вот кусок конструкции рухнул. А может быть... Обрушение пролета произошло еще в 50-е годы. Связано это, скорее всего, с тем, что прочность довольно изящной конструкции ангара после бомбардировок была снижена и в итоге со временем не выдержала. Кстати, на кадре с правой стороны на площадке была заправка. 9 заправочных установок для гидросамолетов работало здесь когда-то. Кстати, святое дело, на вершине этой башни ПВО немножечко перекусить отбивная, за что спасибо огромное нашему спутнику, что он взял их с собой. Так что кушаем и всем приятного аппетита, кто кушает, смотря это видео. Кстати, привет Московскому физико-техническому институту и Денису Доропею и всем чувакам оттуда, с кем мы ходили на перевал Дятлова. Увековечились немножко на фоне Калининградского залива. Блин, на велосипедике это просто круто, просто замечательно. Главное никуда не улететь. А то тут весь такой выщербленный бетон, поэтому приходится немножко подруливать. И вообще, ставь лайк, если умеешь кататься без руля. Вообще без руля, то есть если его вообще нету. Вперед, блин, к новым завоеваниям! К новым ангарам! И вообще еще надо выкупаться сегодня. Моя банда меня догнала, и мы едем дальше. Мы с вами находимся около одного такого интересного местечка, мимо которого можно было бы прогнать на велосипеде и даже не заметить. Тем не менее, я про него просто знаю заранее, поэтому остановился и показываю вам. Бетонные плиты, на которых я нахожусь.
они уходят в воду. В принципе, по ним можно так спокойненько оп-оп-оп-оп и уйти на дно, но я уж на дно уходить не буду, нет желания. В общем, для чего они нужны были? Здесь находится так называемая гидрогавань. Вот там вот вдали, если немножечко прозумировать, виден волнорез. Такой мол, который выходит так вот с правой стороны налево, ну и с той стороны зелененькие такие островочки виднеются. Этот волнорез предназначался для того, чтобы здесь, в этой бухточке, было относительно тихо при возможном шторме на Калининградском заливе. Сюда приземлялись самолеты, которые могли приземлиться на воду, а по этим плитам их вытаскивали и ремонтировали или проводили текущее техническое обслуживание в расположенных неподалеку ангарах. Вот такой вот маленький нюансик исторический немецкий. Ну и побывав здесь 5 лет назад, скажу, что сейчас отличие заключается в том, что появилось вот это вот суденышко, которому явно немножечко плохо. Оно совсем чуть-чуть болеет. Обшивочка его немножечко пострадала. Что с ним произошло, я не знаю, но оно явно страдало в конце своего существования. Сейчас благополучно гниет. Как-то его то ли выбросило, то ли его вытянули, то ли поняли, что его вытянули и поняли, что нету смысла ремонтировать. В общем, ему грусть печаль, его надо сжечь. Мысли у дураков сходятся, просто сходятся. Блин, реально. Открою вам маленькую тайну. Мы с Андрюхой немножко пироманы. Но нет, мы не подожгли это суденышко. Пускай оно стоит. Я думаю, что местные разберутся, что с ним сделать. Ну, точнее, ничего с ним не делать, скорее всего. Будет портить, внешний вид. Иногда все-таки сжечь это хорошо. Мы прибыли к последнему по пути в сторону Польши ангару, но это не совсем... В одном из источников я прочел, что этот ангар был радиопередающим пунктом. И для меня было странным, зачем типичный для этих мест ангар для отстоя самолетов использовать только для нужд связи. Плюс его размеры. Хоть электроника тех времен и была громоздкой, но не настолько же. Все выяснилось при более углубленном поиске информации. Назначение этого ангара, имеющего номер 6, то же самое, что и остальных – хранение самолетов. До 24 самолетов БФ-109 могло поместиться здесь. По бокам ангара находятся 2 башни, на крыше которых располагались зенитные установки. Андрюха на фоне этих ангаров. Он маленький, ангары большие. Ангары большие, Андрюха маленький. Давайте, ребята, поднимемся с вами на одну из этих башен. Благо, снова есть лестница, которая позволит нам осуществить задуманное. На каждом этаже виднеются какие-то проломы, раздолбанные окна. Но лестница довольно-таки типовая. И под конец, когда уже мы поднимаемся в башню, превращается вот в такую вот чуть-чуть полувинтовую, закругленную. И мы поднимаемся наверх. Ура! За стенкой виднеются остатки каких-то металлических конструкций, выполненных из 2 швеллерных балок. С той стороны тоже виднеются металлические конструкции. Место для зенитки на этом ангаре отличается от увиденного нами ранее. Возможно, его больше развандалили, а возможно, тип установки, стоящий здесь, был иным. Ой-ой-ой, страшно, я бы сказал бы. Ну, наверное, да, страшно. А вон там поодаль виднеется выезд, выплыв, выход из гидрогавани. Вот так вот примерно это издали все выглядит. И даже не надо квадрокоптера. И так все видно. С правой стороны находится некоторое количество заброшенных суденышек. Вначале я подумал, что там что-то на них делают. Но походу им все, финал, хана. Выглядят они как-то не очень айс. Ну и, конечно, находясь внутри таких грандиозных сооружений, конечно, поражаешься, как они строились, потому что тогда не было каких-то там липхеров, там грузоподъемностью там сотни тонн. Была угроза того, что это все разбомбят, несмотря на то, что Калининград бомбили, тем не менее, вот они живы, они не разбомблены, они не раздестроены. Спустя более чем полвека мы можем походить по ним, полюбоваться этими красивыми ажурными сооружениями. Меня это всегда радовало, всегда я, конечно, любил впечатлиться на основе вот таких вот, скажем так, сравнений, как вот вы сейчас видите, какой я маленький, какое оно большое. Конечно, супер немцы тогда строили. Ну и вообще различные такие старинные, старые, очень старые сооружения впечатляют. Будь то пирамиды, будь то такие ангары самолетные. Мне нравится. Надеюсь, и вам понравится. Будете на Балтийской косе, обязательно посетите эти места. Пока они еще стоят, пока они еще не развалились, потому что время неумолимо. И оно неумолимо все дело подтачивает, разрушает, эрозия никуда не девается. Поэтому, ребят, ездите, пока есть возможность, смотрите. Таких мест с каждым годом все меньше и меньше.
ребята уехали вперед, а я наоборот вернулся немножечко назад, чтобы показать вам одну штуку, потому как что-то дальше я их не увидел, поэтому вот показываю. Это шасси самолетные, которые были залиты бетоном, внутри засыпаны кирпичами. Велосипед специально поставил для того, чтобы как бы, на сравнить можно было по размерам там кирпичами. И вот сделана такая тумба. Здесь ее зачем-то подожгли, но это, видимо, от нефиг делать. И вообще, для чего она нужна была позже, когда вот сделали такой вот отбойничек резиновый, непонятно. Но, тем не менее, самолетное шасси, потому что на обычную резину даже от грузовика это явно не катит. И резина такая лысоватая. А еще за 5 лет я уже забыл, что в ангарах самолетных, которые располагаются вдоль Калининградского залива, не будет балкончика такого на втором этаже, по которому можно пройтись. И поэтому это еще одна была из причин, почему я вернулся назад. Сейчас я приехал в самый первый ангар, который мы с вами смотрели. И поднимусь наверх, все-таки покажу, как это все сверху. Потому что хочется, чтобы вы посмотрели эти места, хоть, конечно, и разрушенные, такие подразстроенные, все-таки с разных ракурсов. Ну, такая вот моя блажь. Ну, я надеюсь, вы не против. Для того, чтобы попасть на второй этаж, нам нужно пройти внутрь этого ангара. Стена, проход и лестница, которая уже немножечко начинает зарастать различными растениями, даже некоторыми красиво цветущими. Это вам, девчонки, подарок цветочек от МШ. А мы поднимаемся наверх. Ну вот так вот немножечко видов с GoPro и балкончика. Балкончик широкий. С одной стороны, скорее всего, была ограда, а с другой стороны различные технические помещения. Ну, может быть, не технические, может быть, какие-нибудь там административные. Ну, я думаю, что, скорее всего, мастерские. Небольшие. И, блин, главное, как всегда, опять не провалиться. Будет неприятно. Как минимум, себе рассандалите ногу. Дальше мы доходим до такого заделанного кирпичом проема. Проходим в него. И ищем лестницу вниз. Я надеюсь, что мы здесь ее найдем, и нам не придется идти вниз. Ой, в обратную сторону. Праздник. Спустя целых 1,5 минуты поисков я нахожу эту лестницу. Мы можем спуститься вниз по другой лесенке, которая, правда, тоже в таком немножко грустном состоянии. У-ху! Все, ребят, гоним на взлетку. Ожидание и реальность. Ожидаешь, что догонишь ребят на полной скорости, но не тут-то было. Взлетно-посадочная полоса состоит из 2 участков. Первый, более старый, построенный еще немцами, представляет из себя такие бетонные плиты, которые плотно пригнаны. В принципе, как видите, трава между ними не так, чтобы сильно растет, но время берет свое, и поэтому бетон потихоньку щербится, эрозируется, становится неровным, сколы появляются, и ехать довольно-таки невозможно. Когда эта территория стала нашей, то есть советской, взлетно-посадочная полоса была увеличена, ее длина была увеличена. И вот это уже новые плиты. Ну, в принципе, мы их довольно-таки часто видим на всяких разных военных бетонках. Но здесь вот они аккуратненько уложены и простираются еще туда дальше. Прям раза в 2, наверное, нарастили. Ну, мы едем туда, в конце меня там ждут. Да, знатно я, конечно, раскочегариваюсь на велосипеде. Здесь очень хорошо гонять на лясе, ну и на машине, естественно. Сейчас я нахожусь, точнее, сейчас немножко отойду, чтобы вам показать менее крупным планом. Это, скорее всего, вертолетная площадка. Сюда какие-нибудь, наверное, чины прилетают, их отвозят и везут уже в сторону границы. Дорога, которая уходит, она через энное количество километров приведет к польской границе. В районе границы с Польшей нет погранперехода. Там только, собственно говоря, сама граница охраняемая. Перейти здесь нельзя. По информации из интернета, подъехать к границе можно без разрешения не более чем на 7 километров. Дальше нужно разрешение, а потом еще начинаются уже всякие разные проволочные инженерно-технические заграждения, которые уже не дают подойти непосредственно к самой нейтральной полосе. Там находится мемориал солдатам Великой Отечественной войны. Туда я хочу как-нибудь съездить и прекрасно понимаю, что количество бункеров здесь
различных, ну, скажем так, интересных моментов, конечно, неисчислимо. Они все разнотипные. Я хочу приехать сюда еще раз и уже, как бы обладая такими нормальными знаниями в фортификации Балтийской косы, снять хорошие качественные видео для вас, чтобы не экать, не мэкать и не говорить, что это бетонная круглая штука, а это бетонная не круглая штука. А это вообще металлическая, и зачем она нужна была, я не знаю. Как у меня обычно в моих видео. Я вообще не понимаю, за что вы меня смотрите. Вот, поэтому... В принципе, видос по вот этой авиационной базе можно заканчивать, но я хочу вам показать еще просто одну няшечку в качестве бонуса, и там уже будем прощаться. Бонусов будет даже несколько. Первый бонус – это если подальше проехать от торца взлетно-посадочной полосы в сторону Польши, дорога будет выложена вот такими вот шестигранными бетонными плитами. Не знаю, немецкие они или наши. Это старые плиты. Дальше применялись прямоугольные плиты. И сомневаюсь в том, что они немецкие, еще из-за того, что у нас в Гатчине первый военный аэродром был выложен такими же бетонными плитами сотами. Поэтому, может быть, какие-то, может, остатки использовали. А может, это они везде такие стандартные были, что у немцев, что у нас в царской России. Тем не менее, едем дальше. А спустя полкилометра мы упираемся в знак «Внимание, пограничная зона». Здесь дальше уже можно пройти только по пропускам. Рядом висят документы, которые рассказывают вообще правила, что как тут делать нужно. Ну, к сожалению, мы типа как не можем дальше пройти, но попробуем. Запретная зона, проход, проезд запрещен. Ну, ё-моё, что за фигня? Ладно, немножко обойдем в бок, дабы не насиловать умы местных вояк. Ну что, мы в поисках вот объекта для цели, чтобы заснять этот бонус, который хотелось заснять. Но он же нифига не бонус, долго длится. Поэтому нам нужно пока туда. Короче, пошли. Ништяк. А теперь туда. Только я по-прежнему ничего не вижу. В общем, ребят, бонус не очень сильно удался. Вот здесь вот в лесу находятся позиции противовоздушной обороны комплекса С-300. И раньше над лесом здесь возвышался низковысотный обнаружитель. Может быть, его свернули, может быть, он повернут где-то, или мы не под тем углом стоим. Поэтому я вижу только антенны радиорелейной связи. Вот они как раз по центру экрана. Ну и в качестве прощания я хочу вам показать удивительную красоту этих мест. Удивительная история Первой, Второй мировой войны, советского периода сочетается здесь с уникальной природой. Кварцевый песок, сосны и шиповник. Сейчас июнь месяц, шиповник вовсю цветет. И на фоне заходящего солнца, немножечко волнующегося Балтийского моря, стоящего на рейде корабля, конечно, это выглядит очень красиво. Нереально красиво. Целый ковер из шиповника, который просто притягивает себе взгляд. И именно ради этой картины я взял отпуск именно в июне и хотел приехать сюда и осуществил свою мечту. Побывав здесь первый раз в 2010 году, это место меня начало манить сразу же. И вот я снова здесь и еще сюда вернусь, потому что есть о чем рассказать и есть на что посмотреть. Андрюха, кстати, тоже восхищается, ему тоже очень понравилось это место, так что я рад, что его привез сюда. Я всегда любил возить своих друзей в какие-то новые места, где они не были, смотреть на их впечатления, и я очень рад, что ему нравится. Как тебе сочетание всего этого дела? Не, вообще ништяк. Такая необычная картина, никогда не видел такого маленького шиповника. А его тут целые поля, это как трава, только шиповник. Это, короче, клево. И солнце. Идиллия. Так что, ребят, я желаю вам классных путешествий, офигенных ощущений, интересных мест, чтобы у вас появлялись те точки, в которые хочется вернуться снова и снова, и вы в них возвращались. Ездите, путешествуйте, живите ярко. С вами был МШ, Андрюх Нефедов, который там по машинам. Подписывайтесь на канал, лайк. До новых встреч, до новых видео. А я пойду займусь тем, чем очень люблю заниматься. Выкупаюсь.